Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Вот, сегодня у нас на обзоре тяжелый американский танк 6 левела М6, проходная прокачиваемая ветка. Он просто огромный, у нас в игре обычно танки, которые супер огромные, они супер бронированные. Вот, сейчас мы это сразу в начале, так сказать, гайда и проверим. А есть ли тут броня? Погнали. Итак, вот наш М6. Давайте все и по порядку. Низ корпуса НЛД, ВЛД часть у нас такой закругленная, поэтому есть центральная часть, есть вот 131 рикошет, здесь у нас 106, в центре 101, чуть выше 91, здесь 112. Ну ничего, так что-то там есть какая-то броня даже. Конечно, не ультимативная, но есть. Корпус, подбашенная рубка огромная. В надгусеничных полках у нас по сотке, по центру 89, люкмехода 85. Вы представляете, какая огромная рубка. Как в нее только не стрелять. Учитывая опять же, что здесь брони-то меньше даже, чем внизу. Вот, башня. Основная, так у нас, кстати, закругленная маска. Вот, основная передняя бронеплита у нас 82, 83. Оп, прямо не поставим. Вот. Щеки у нас 162, тут 249, 185. Как-то здесь больше брони на самом деле. 215. Короче, сюда ему лучше не стрелять. Маска орудия по центру 103, в края 127, 118. Вот эта планочка 100, там 244, здесь 184. У нас есть лючок на башне, но он настолько тоненький и маленький, и в нем, кстати, броня тоже есть 106, а по краям аж 133. Боковое бронирование у нас суммарно тут 69-70. Вверху фальшборд у нас 54. И это говорит о том, что в принципе танковать он может. Может, конечно, не сильно что-то, но может. Но подставляет чеку в 92. Короче, тяжелый танк. Имеет неплохое бронирование в корпусе внизу. И под башенной рубки у нас прям вообще нету ни хрена брони. Здесь, тоже все так достойно. Вот центральная часть, на самом деле, вот все это фигня. Ладно, идем в ангар. Так, выяснили. Брони у нас на самом деле не очень много, как для тяжелого танка. Давайте смотреть основные модули. Нам предлагается просто огромное количество пушек. Стоковая это жесть, 110 альфа, пробитие прям нищие. Конечно, играть на этом танке, учитывая его бронирование, будет сложно на этой пушке. Нас интересует, конечно же, пушка 7 уровня. Вот, 240 альфа, 160 пробития на основном, 243 на голде. 7,6 секунды время заряжания, 0,38 точность. Для тяжелого танка вполне себе вменяемая. 2,3 секунды время сведения. Вот, общий ДПМ почти 1900 в минуту. По башне у нас здесь 102, 83, 83 броня. Здесь такая же. 28, 350. Ага. Скорость поворота башни выше на топовой. И на 30 метров лучше обзор. Это очень важно. Вот эта связка нам и нужна. Всегда рекомендую качать топовую рацию. 395 метров. 480. На немного, но больше. Для любого тяжелого танка важен топовый двигатель 960 лошадей, здесь 825. Ходовая дает нам чуть-чуть больше поворачиваемость, да, там скорость поворота 25, а здесь у нас сколько? 21, плюс 4 градуса в секунду дает. Поэтому это тоже момент важен по полевой модернизации. Во втором блоке открываем мобильность. Видим. К прочности ходовой, к сохранению набранной скорости. Вот, обязательно вездеходную ходовую ставим. Здесь мы открываем огневую мощь, смотрим. Скорости сведения, от размера круга сведения. Вот к скорости сведения я бы лучше поставил, потому что
Хотя нет, точность уходит. Я бы, наверное, здесь вообще ничего не ставил. Скорость. Так, ну точность какая волшебная. Наверное, все-таки отстройку параллакса. И здесь звукоизоляцию, даже не смотрим другое ничего. Так, в ангарчик. По оборудованию. Здесь, по сути, все свистопляска у нас вокруг досылателя. Во втором слоте всегда стоит у нас досылатель. А вот в первый слот вы можете поставить либо турбину, прошу прощения, закалку улучшенную, либо вентилятор. А вот в третий слот либо турбину, либо вентилятор, если в первом слоте у вас закалка. Все остальное, стабилизаторы, УМП для этого танка, для этой пушки не нужны. Поверьте мне, она без всего этого хорошо вкладывает в врага снаряды. По снарядам у нас основной ББХ, голда, подкол. ББХ летит 853, голда почти 1100 метров. Это очень круто. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический. Но поскольку у меня экипаж не переобучен на этот танк на 100%, я себе позволил поставить доп-паёк, чтобы как-то минимизировать те потери, которые у меня будут в тактико-технических характеристиках, из-за того, что экипаж не переобучен на эту машину. Экипаж здесь у нас просто огромный, 6 членов экипажа. У нас тут просто 2 наводчика. Вы представляете, редкий случай, когда 2 наводчика, обычно 2 заряжающих. Первым перком командирую лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком боевое братство. Дальше качаем, как показано в таблице. По УВН пушки у нас все хорошо, минус 10, здесь не придерешься. ХП 970, как для такой туши могли подкинуть чуть-чуть, маловато. По мобильности 39, это с турбиной, замечу. 39 вперед, 12 назад, почти 18 лошадей на тонну, удельная мощность. Незаметности нет, танк просто колоссальный, как колосс огромный. По обзору 359 метров. И у нас еще штраф 31. Так бы было сколько? Правильно, 390. Но, к сожалению, у меня их не будет. Давайте по плюсам, минусам танк. Размеры танка, что в боковой проекции, что в такой, просто колоссальные. Попадать в него будет легко, а учитывая его достаточно слабое бронирование, соответственно, получать в лицо вы сможете уверенно. Плюс подвижность. Он очень подвижный, очень комфортный, как для тяжелого танка. По незаметности, естественно, огромный минус. Теперь по пушке. Пушка супер. УВН есть, точность есть, хорошая КД есть. Пробитие, особенно на голде, просто колоссально огромное. Просто супер комфортное орудие. Вот. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Посмотрим, что это за машина-то сейчас. Погнали. Так, 6 уровни. Попали мы в честный бой. У нас обзор танка боем. Тяжелый танк М6 Америка. 6 левел. Проходная прокачиваемая ветка. Да. Эх, была бы еще у нас броня. Мечты. Так, что у них там есть? HT NO6. Что это такое, даже не знаю. Прикольно. ТВ-2. Хочу, чтобы у нас всех хорошо все было, чтобы мы сплоченно все жили, вас дружили, не тужили, короче. Я прошу прощения, а со мной кто-то поедет, кроме КВ-2? Идиотизм. Он охранник с 20-летним Короче, стажем, поздний мой подъезд наставник. будет. 2 арты. Вот
так, опусти от ниже плинтусы! Ну теперь не я вас буду бить, теперь Восток будет бить, понятно? Да, неплохо так газуют. Я не растерялся, я же охранник. Базаром она фильтруй! Шпили-выли делать будем. Светим, стреляем, что называется. Оп. Хитер. Ой, хитер. Ведь тут такие богини! Всё, Перекачал, мне и поломали. она как херакс, как лопнула. Пёс, а. Хорошо. Стреляем, светим. Делаем все возможное. Три рожка Вот зарядит. так, Ра-та-та! опусти от ниже плинтусы! Я не растерялся, я же охранник. Насяйника пришел! Блин, все в говне у нас. Ё-моё, что наши творят? Выигрывать здесь, походу, никто не собирается. Ни хера себе. Насяйника! Привет! Тихо, тихо, тихо. Ты что это удумал? Летануть, я так понимаю. Пес. КВ приехал. Чё, я потерпел крах. Команда дерьма кусок, к сожалению. Вся попередохла. Переигрывать не буду. М6 в определенных ситуациях хороший танк, в определенных плохих. Броня у нас слабая, сами видели. Шкода нас лупила, да, откровенно говоря. Но мы успели между тем
настрелять 1200 урона, 950 даже насветили. Да, ну ничего тут не поделать. Ну а что тут поделать, все. Вот. Вот. Танк нормальная подвижность, броня средняя, хорошая пушка, пробивная, точная. Вот. Брони в нем прям совсем мало. Ну поэтому и подвижность хорошая. Вот тут. Машина в принципе неплохая. Она занимает некое место между тяжелыми и средними, наверное, танками. Правильнее говорить. Ребята, пишите свои комментарии. Вот. А что там в итоге боя? Давай глянем. Позорные наши. Вот, пожалуйста. 1200. У нас вон, ребята, смотрите, сколько настреляли. А есть вот. Нули. Да. Type 64 у них красавчик. Так вот, пишите свои комментарии, если у вас такой танк в ангаре, какой вы используете оборудование на этой машине. Вот. Я этому танчику ставлю 4 с маленьким минусом, потому что все-таки тяжелый танк, он должен, мне кажется, обладать более существенной броней. Вот. Какой вы используете оборудование, обязательно пишите. Вот танк в целом неплохой на самом деле, только из-за подвижности, опять же из-за пушки. Вот. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, а я вам скажу до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.